Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я готовлю по многочисленным просьбам классический французский масляный крем. Крем готовится буквально из трех основных ингредиентов. Это сливочное масло, как правило, желтки куриных яиц и сахар. Ну и вода для сиропа. Ее уже считать здесь не будем. Крем получается из всех масляных кремов необыкновенно вкусным, очень воздушным, легким, буквально тающим во рту. Его можно использовать как для наполнения, так и для украшения тортов, пирожных и капкейков. Сейчас 5 яиц я разделяю на желтки и белки. Я буду использовать только 5 желтков для этого крема. Вы же можете использовать 2 небольших яйца, если вы не хотите вот именно на желтках делать. Но чаще всего этот крем готовится именно на желтках. Сейчас желтки я обязательно накрываю пищевой пленкой, сверху не в контакт, а просто, чтобы они не заветривались, пока будет готовиться сироп. Это очень важно. Белки нам в этом рецепте не понадобятся. Примерно 90 грамм весом все эти сейчас у меня желтки. 500 грамм сахара я заливаю 120 миллилитрами воды. Вода просто комнатной температуры. И иду сейчас уваривать весь этот сироп. Под закрытой крышкой на полном огне я буду варить этот сироп. Обязательно крышкой накрываем, и французы также делают, чтобы сироп не закристаллизовался потом. Когда полностью начала кипеть вся эта жидкость, ставлю туда градусник. Градусник, конечно же, не должен касаться дна кастрюли. В данном случае ковшик у меня, естественно, с толстым дном. На полном огне я сейчас на моей плите электрической буду уваривать этот сироп до 120 градусов Цельсия ровно 4 минуты. Понадобится на моей плите. Если вы боитесь, что у вас сироп может закристаллизоваться, следует после 2 минут кипения этого сиропа добавить туда 1/4 чайной ложки лимонной кислоты, либо же 1 чайную ложку лимонного сока. И тогда у вас будет прекрасный сироп. Крем будет с очень легкой кислинкой в этом случае. Но в классическом варианте и этот крем, и этот сироп не готовится с добавлением лимонной кислоты. Как только он достиг у меня 120 градусов Цельсия, ничего я не перемешивала, снимаю с огня. Сейчас 5 желтков я переливаю уже в ту емкость, где у меня будет взбиваться желток. Буквально полминуты я разбиваю здесь желтки, чтобы пленочки у них все разошлись. И сразу же ничего здесь не жду. Горячий очень сироп, то есть где-то примерно 119 градусов Цельсия у меня сейчас. Я тонкой струйкой с края ввожу в непрерывно взбиваемые на полной скорости миксера, на самой высокой, желтки. Лучше всего, конечно же, это делать в планетарном миксере. Но я вам показываю, как это можно элементарно сделать и ручным миксером. Сейчас всю эту массу в общей сложности после введения сиропа я буду взбивать примерно около 5 минут. До побеления и до пышности. То есть она сильно увеличится в объеме, она начнет потом уже к концу взбивания немножко густеть даже, нам будет казаться. Французские кондитеры называют эту массу помадкой. То есть она такая немножко, как бы будет казаться, что она немножко вязкая. И это нормально, но она не должна быть прям такая засахаренная. Брызги все собираю сейчас со стеночек посуды, я их потом не буду вмешивать. Может быть, где-то там сахарный сироп у меня остался, я туда не вмешиваю. Если вы правильно сварили сироп, сахар особо не должен чувствоваться во вкусе этого крема. И как вы видели, лимонную кислоту в сироп я абсолютно не добавляла. 500 грамм размягченного сливочного масла я буду добавлять сейчас ко взбитым уже желткам. Примерно по 1-2 столовых ложки я буду постоянно вмешивать в массу. Масса желтковая сейчас у меня составляет 40 градусов Цельсия. И это не страшно. Сейчас в процессе 3-минутного взбивания с маслом масса охладится до 28 градусов Цельсия. Он сейчас сильно разжижится после введения всего масла. Французы часто даже вводят просто холодное масло туда, в эти не до конца остывшие желтки. Они к этому крему относятся как к одному из самых своих любимых базовых старинных кремов. То есть элементарно простой крем, но очень многофункциональный. Сейчас, когда ввели все масло, взбиваю этот крем еще 3 минуты.
и покажу, как он сейчас будет выглядеть в конце этого взбивания. Он уже густеет, но останавливаться здесь не нужно. То есть 3 минуты сейчас повзбиваем, ничего здесь страшного не происходит. Нам будет казаться, что ужасно он какой-то жидкий. Это не страшно, сейчас он весь загустеет. Так и должно быть здесь. Как только у меня я повзбивала примерно 3 минуты, минимум 3 минуты, он уже начинает оформляться, но этого недостаточно нам. И я его сейчас уберу в холодильник. На данном этапе я измеряла примерно 28 градусов Цельсия. Сейчас у меня крем. Это много. Поэтому примерно на 15-20 минут я убираю его просто в холодильник. Ничего здесь такого страшного с ним не происходит. Он не расслоится. Это не заварной крем на крахмале или на муке. Этот крем абсолютно беспроблемный. Прошло у меня около 20 минут в холодильнике. Крем сейчас 23 градуса Цельсия. Я его взбиваю сейчас еще примерно 1,5 минуты и добавлю туда ароматизатор по вкусу. Любой, какой вы захотите, можно добавлять. Я буду добавлять ванильную пасту, вы же можете добавлять также и растопленный шоколад туда, и просто какао, чтобы сделать этот крем шоколадным. Вы также можете туда добавить лимонный сок, либо лимонный ароматизатор. Также, естественно, горького миндаля ароматизатор, рома, все, что вам нравится. Кофе очень хорошо сочетается. Примерно около такой десертной хорошей ложки я добавила туда ванильной пасты. Это все на ваше усмотрение. Почему мы сразу не добавляли ванильный сахар в сироп? Из-за того, что сироп может повести себя по-другому при добавлении ванильного сахара, так как ванильный сахар – это необычный сахар. И французы также добавляют ароматизатор в конце. Повзбивала еще примерно 1,5 минуты, и крем готов. То есть после холодильника я взбивала еще 3 минуты. И теперь подытожим. После введения сиропа я взбивала желтки с сиропом примерно 5 минут. До холодильника после введения масла 3 минуты и после холодильника еще примерно 3 минуты. Если вы его будете остужать еще посильнее, примерно до 19 градусов Цельсия, он у вас еще сильнее побелеет и будет еще более стабильным при отсаживании. Это была бы оптимальная температура, но я специально вам показываю, даже при 23 градусах Цельсия он идеально уже держит форму, идеально взбился, очень красивый и рельефный крем. Если вы хотите из этого крема отсаживать цветы, следует остудить кремовую массу для взбивания до 19 градусов Цельсия. Тогда получится идеальные, рельефные, красивые украшения у вас. Насадка здесь у меня кондитерская 1М. Отсаживается, как вы видите, он превосходно держит форму. Он очень легкий на вкус, глянцевый, красивый. Я убирала его на пару часов в холодильник. Смотрите, как он ведет себя после холодильника. То есть он идеально застывает, но он воздушный на вкус. Сейчас даже вам покажу сравнение. Вот я его беру в руки, то есть он идеально держит форму. Французы его часто используют, как ни странно, даже в клубничном торте фризье вместо крема муслин. Вот это тоже возьмите себе на вооружение, потому что этот крем не расслаивается абсолютно, в отличие от всех заварных кремов на крахмальной основе и на основе муки. Он абсолютно не расслаивается от кислых фруктов. Вот это важно. Также можно в безе и во все торты его использовать. Вот так он разрезается ножом. И сейчас покажу вам в сравнении, как он выглядит по сравнению с масляным кремом на сгущенном молоке. У меня просто оставался вот здесь в этом контейнере масляный крем на сгущенке после обтяжки одного тортика. И смотрите, цвет отличается. Здесь, конечно, он не отсажен из насадки, масляный крем на сгущенке, но он более матовый после холодильника. Он даже покрывается таким легким, я бы сказала, налетом, масляный крем на сгущенке. И он не такой воздушный получается. И вы посмотрите, вот я его сейчас разрежу тоже ножом. На вкус он ощущается как такой достаточно тяжелый масляный крем. И этот же крем на желтках французский, посмотрите, когда он разрезается, он очень воздушный даже по структуре внутри. Видите, этот монолитный, который на сгущенке, а этот он как бы такой рыхлый. И поэтому очень советую его приготовить. Из всех масляных кремов
Вот этот французский крем, также пражский крем, на мой взгляд, самые легкие. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.